бросить, да, наоборот? А, все лоханулось, короче. Вот такую можно было быстричку, да, кинуть? Всем привет! Вы на канале Валентина в Корее. Сегодня мы вам покажем, как мы сняли просторный трехкомнатный номер в апарт-отеле прямо на берегу Японского моря. Покажем, как мы устроились, что вкусного приготовили на ужин и, конечно, поделимся кадрами с самого моря, которое завораживает с первых секунд. Так что не переключайтесь, будет уютно, солнечно и по-домашнему интересно. После сезона дождей в Корее наконец-то наступила настоящая жара. До основного отпуска остается совсем чуть-чуть. И мы подумали, а почему бы не устроить себе мини-каникулы у моря? Мы едем на Японское море. Ехать нам около 240 километров, в пути примерно 3 часа, если без пробок. Наш выбор пал на город Каннын, один из самых популярных курортов на восточном побережье Кореи. По дороге в пробке мы потерялись со второй машиной, и мы разъехались по разным дорогам. Хорошо, что у всех есть телеграм с функцией геопозиций. Быстро определились, кто куда уехал, и снова собрались вместе. Вот такая цифровая помощь в реальной дороге. Ну, как водится в Корее, без остановок на уютных придорожных зонах никак не обойтись. Мы приехали на первую остановку. В зону отдыха заехали. Посмотрим, что здесь есть. 고객님, 주문하신 메뉴가 나왔습니다. Где теперь эти напитки? Айс капе латте, вот капучино. Это биг, это айс не биг, а если маленький? Нету, кажется. Нету. Нету? Здесь все биг написано. Какой латте? Это капучино, а это ванила латте. Обычно, мне кажется, надо обычно латте. Да? Или ванила, разницы нет. Айс капе латте, да. Это простое, да. Реально просто? Да. И написано. Точно капучино это? Это капучино, да. Да? Холодный. Да. Да? Да? Да. Да. Есть? Куда, вот сюда? Да. 주문하신 메뉴가 나왔습니다. Все. 카드를 회수해 주십시오. Вот он теперь должен что-то дать. Окей, написал. И что дальше? Все, идите. Там химичек он. Он просто стакан взял и вон туда положил. Ну и смотрят на нас. Смотрите, глазами так будет смотреть. Примерно 2 делает, да? Два заказать, платить. 고객님, 주문하신 메뉴가 나왔습니다. 잠시만 기다려주세요. Чекика дошла, да? Развлекаловка. Бесплатная работа. Ну, или качество. Нет, остается зарплата. 잠시만 기다려주세요. 118. Там на Номер надо взять. 618, да? Чек. Подсказывай, что ли? Что никто не знает, дверь открыл. 주문하신 메뉴가 나왔습니다. А там что-то показывает, где.
А, вот видишь, написано кафе латте. Спасибо, скажи. Второй теперь номер ты. Какой второй был? Там еще номер есть. Так, еще номер. Вот здесь 619. 감사합니다. 즐거운 하루 되세요. 78번 고객님, 주문하신 메뉴가 나왔습니다. Он уже поставил. Шикосно. Как называется? Латте. 더 드시면 Я его все равно кривляется. Кривляется. Вот попробуй, сагва. Необычные для нас помидорки. Яблочные и грейпфрутовые черри. В Корее это целый тренд. Если честно, вкус довольно специфический, непривычно сладкий. Очень сочные, с необычным ароматом, но лично мне ближе классические помидорки. А цена совсем не черри. Коробочка стоила то ли 26, то ли 28 тысяч вон. Так что на любителя. Сладкий? Сладкий, да? Помидорка. Мы приехали, вторая наша остановка. Пьончан Хюгисо. Уф, на улице капец жара. В дороге у кого-то родилась идея, давайте сыграем в корейские карты хато. Если вы не знаете, это такая традиционная карточная корейская игра. Заехали в ближайший магазинчик купить колоду карт. Надо посмотреть интересную купальник, сколько стоит. Тоже такие 5. Да, такие цены, Вова же купил, ну тогда. С 3 часов заселения. Так как мы немножко пораньше проехали на 20 минут, надо подождать 3 часа заселения и 20 минут, вот мы сидим в зоне ожидания здесь. Уютно, под кондиционером. Сейчас пиво попьем, да, или вино? С вино начнем? Вот так выглядит здание, в которое мы приехали. С высоты сразу видно, насколько удивительно здесь сочетается современный комфорт и природа. Рядом порт, где всегда можно найти свежайшие продукты. Уютные улочки, зеленые холмы и, конечно, бескрайнее море. Все это буквально в шаговой доступности. Само здание тоже интересное. Оно наполовину отеля, наполовину полноценные апартаменты. Мы, как оказалось, сняли именно апартаменты, и тут с нами случился небольшой, но очень по-нашему казус. В отличие от обычного отеля, где вас встречают на ресепшене, здесь все автоматизировано. За несколько часов до заезда на телефон приходит СМС с номером комнаты и цифровым паролем от двери. Но мы уверены, что это очередной спам, тщательно удаляли это сообщение. В итоге зайти не можем. Пришлось долго звонить в колл-центр, объяснять ситуацию и просить отправить данные повторно. Так что если вдруг будете останавливаться в подобных местах в Корее, не спешите удалять СМС. Добро пожаловать. 96. Загородная дача. Видишь, поэтому им, наверное, нет. 67. Сеттинг на 6 человек, говорит, сделано, говорит, так что вас 5, вам спокойно все. Это трехкомнатные апартаменты с видом на море и 2 полноценными санузлами. Очень просторное и удобное жилье, особенно если вы, как и мы, путешествуете не вдвоем, а большой семьей или компанией. Внутри все для комфортного проживания. Кашеварка, микроволновка с функцией духовки, вся необходимая посуда, стиральная машина с сушкой, 2 встроенных кондиционера для жаркого лета – это просто спасение. Если планируете остановиться не на одну ночь, а на несколько дней – это идеальный вариант. Кстати, на крыше этого здания есть бассейн с видом на море, что звучит просто шикарно. Но, к сожалению, во время нашего визита он был закрыт на ремонт. Надеемся, в следующий раз нам повезет больше. А сколько стоили эти апартаменты, узнаете чуть позже. Не переключайтесь. Чаге, надо здесь как-то свет включить.
Что у нас вообще не так? Вот. Ну да, туда. А где ты взяла эту штуку? Она здесь это, да. А, ее просто надо перевернуть, да? Все, включаем Сейчас свет. Соседними? Не в эту, где моргает. Свет не включается. Он еще просто не охладился. Надо было второй тоже. Саша, не нужно. За хороший отдых? За хороший будущий отдых. За начало. Нет, шикарный, да? Шикарный номер. Вообще классный. Не как даже гостиница, а больше. Все это я не могла понять. Да? Классно. Разобрав вещи, мы наконец пообедали и решили, а почему бы не вернуться к идее с хату, с которой все началось еще в дороге. Собрались всей семьей и разложили колоду. Конечно, правила знаем только на самом базовом уровне. Мы, конечно, надеялись, что мама нас научит, но мама оказалась такой же мастер, как и мы, разве что чуть-чуть опытнее. В итоге правил толком никто не помнит, кто выигрывает непонятно, но смеялись от души. Было весело и, пожалуй, это главное. У меня Джокер какой-то. Что такое? Джокер мы убрали. Не Джокер, сделал такие круглые такие знаки. Покажи. Вот так вот круглые. Нет, это 20-ка. Вон сейчас мама открыла. Да. Вот, бей. Так, открывай, да? И даже не на деньги. Короче, черные вот эти ты забрала, да? Да. 20-ку забрала? Десятка. Пятерка должна быть. Это пятерка. Кидай. Это пятерка? Не, это пустышка, 5 будет, да. Нет, это пятерка. Если вдруг ты... Ну, кто-то бы забрал бы, а второй пятерку или десятку ты забрал. А, я должна была пустышку бросить, да, наоборот? А, все лоханулось, короче. Вот такую можно было пустышку, да, кинуть? Нет. А, нет. Тоже это 10 очков. Нет, нет. После веселой карточной партии у нас началась вторая, не менее важная часть вечера – ужин. Наш семейный шеф-повар Владимир берет все под свой контроль. Все это делается потихоньку, да? Ты, короче, подстилку, да, делаю чисто Баранина? из думба, да, такая сейчас. Чтобы сверху мясо положить, чтобы оно не сгорело. Сегодня в меню у нас ароматная дымляма, приготовленная на медленном огне. Кто знает, тот уже почувствовал запах, а кто не знает, сейчас расскажем. Все ингредиенты укладываются слоями. Сначала мясо, потом лук, картошка, кабачки, болгарский перец, щедрая порция зелени, сверху баклажаны и капуста. Между слоями обязательно специи, это очень важно. Закрываем крышкой, оставляем томиться на 2 часа на тихом огне. Вот такая вот красота у нас получилась. Ароматы стояли такие, что весь этаж, кажется, знал, ужин готовится именно у нас. После вкусного и сытного ужина мы, конечно же, отправились к морю. На пляже было довольно многолюдно, все-таки лето в самом разгаре. Мы же, нарушая все правила, идем купаться. Кстати, если вы еще не были в Корее, знаете, большинство пляжей здесь официально закрывается уже в 6 вечера. Так что, если хотите купаться, успевайте до заката. Вода в море приятно прохладная, чистая, прозрачная, как стекло.
Накупались мы вдоволь. Таша, смотри, что-то во рту. Эй, эй. Что это чаги у него во рту? После этого идем спать. А вы не переключайтесь, впереди еще целый день на море. Проснулись мы рано, позавтракали и снова отправились на пляж. Пляж называется Сачонхебен. Это отличный пляж с полной инфраструктурой. И тут есть душевые, переодевалки, туалеты, можно арендовать баллоны, спасательные жилеты, зонты. Рядом кафе, кофейни, круглосуточные магазины, все чисто и удобно. Ну, у нас же все свое. Мы любим отдых в своем стиле. Поставили навес, расставили складные столы, стулья и устроили себе уютный уголок у самого моря. Сколько обошлось поставить тент свой? Манон? Сейчас зонтик еще если поставить 5 чуть. Пляжный сезон официально объявляем открытым. Ура! Водку стаканами пьем, стаканами. Шутит, это вода. Вчера вода спокойная. Сейчас до этого я пришел, тоже не было. Сейчас появилось. Гуляя вдоль берега, мы наткнулись на табличку. На первый взгляд обычные камни, но у каждого места в Корее своя история. Оказывается, во время японской оккупации эти камни использовали как строительный материал. И от целого скального массива осталась только одна одинокая скала. Теперь рядом стоит табличка, чтобы напоминать, это не просто булыжники в воде, а часть истории этого побережья. А у меня нету. А вы вот кармаш. А вы водку пьете же. Кармашек не хороший. Давай. Погода классная, не жарко. Погода повезло. И с закуской повезло тоже.
После моря, как всегда, просыпается аппетит, и мы пошли искать, чем бы перекусить. Меню в местных заведениях выглядело непривычно, названия были незнакомые. Ракушки. 고기 이름 뭐예요? 뭐? 곰치. 상추에 살려서 한 사람이 없어. 어. 못 살려. 음. 청년 밑에서 한 사람 아무나 못 살려. 그러니까 달리 없어. 나밖에 없어. 처음에 봤어 이런 고기. 처음 봤어 이런 고기. 처음. 그게 맞아 처음 보고 봤어. Хотели взять свежую нарезку сырой рыбы, как обычно, но очередь оказалась слишком длинной. Решили не ждать. Что это? Манго, смузи. Попробуй. Нет, я такой не любитель. Взяли вот такое, как называется? Мульхе? 오징어 물회. На калимара смотрели, это про калимар. Одино мульхе. Сказали, дали вот это кукси. Сказали положить вместе и все смешать. И будет очень вкусно. Вот это белое, это кальмар. Только что его зарезали. Такой надо все перемешать. Лед это вообще холодный. Не пахнет вообще. Сейчас мы это будем кушать вдвоем с тобой. Знаешь, мне кажется, они не будут такой. Вообще это порция на одного человека считается. Да еще солнце даже не село, хлеб тоже не хватит еще. Мне кажется. Мы решили не заморачиваться и пожарили кашу. Быстро, сытно, по-домашнему вкусно. Ну и, конечно, не обошлось без развлечений. В этот раз воздушный змей вел себя как надо. О, полетел! Красиво парил над пляжем, не путался и не падал, как это было на рыбалке. Ссылку на то веселое видео оставлю сверху. Обязательно посмотрите. Дуй, дуй! Ой, вон летит же еще. И, конечно же, салют. Что за отдых у моря без вечернего фейерверка?
Проснулись, позавтракали и, как полагается, до 11 утра освободили апартаменты. На обратном пути решили заехать на один кемпинг, где мы уже были раньше. Просто освежить в памяти место, узнать новые цены и поставить себе галочку для будущих поездок. Кемпинг удобный, прям возле моря. Обязательно сюда вернемся. Путешествие получилось очень насыщенным: и море, и отдых, и еда, и уединение, и семейные традиции. Апартаменты нам обошлись в 460 тысяч вон за 2 ночи. Цена, конечно, зависит от сезона и спроса. Иногда бывает дешевле, иногда дороже. Все зависит от даты бронирования. Главное, мы отлично провели время, зарядились морским настроением, провели время вместе и снова убедились. Даже короткая поездка может стать настоящим отдыхом, если рядом родные люди. На этом наша морская история подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Нам всегда приятно ваше внимание. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока! Running wild.